Уильям Маршалл, лучший рыцарь Англии, младший из 4 сыновей мелкого барона, не имеющий шанса на наследство и успех, он стал одним из самых богатых и славных людей Англии всех времен. Стихотворение, написанное после его смерти неизвестным автором по имени Джон, превозносит Уильяма как лучшего рыцаря в мире, и кроме того, он один из немногих людей Средневековья, не королевской крови, чья биография была записана. Уильям родился около 1146 года. Будучи младшим сыном мелкого дворянина, он с самого раннего возраста понимал, что не может ожидать, что в его двери будут стучаться богатства, и что ему придется идти своим путем в жизни. Когда ему было около 12 лет, Уильям отправился в Нормандию, где вместе со своим двоюродным братом стал готовиться к карьере рыцаря, а двор, имение и прочие родовые богатства получат его старшие братья. Показательно, как любили его в семье. Когда Уильяму было 5 лет, его родовой замок осадили давние враги отца. Силы были неравны, и враги предложили срыть укрепления в обмен на снятие осады и заложника. Заложником отправили маленького Билла. А уже утром стало понятно, что крепость не только не разбирают, а напротив укрепляют. «Мы повесим ребенка», — сообщили отцу Уильяма, на что тот прислал ответ, что у него еще есть молот и наковальня, чтобы выковать новых детей. В ярости Стефан де Блуа, враг отца Уильяма, решил, что отправит ребенка вместо ядра от катапульты. Но мальчик сам залез в короб для метания, решив, что это игра. Затем попросил дать ему поиграть с копьем стражника. Тогда не самый жестокий человек Стефан решил, что гуманнее будет его ребенка повесить. В итоге Стефан так и не решился убить ребенка. Тот прожил в лагере больше года, пока шла осада, и уже играл в палатке короля, и даже иногда вместе с ним в рыцарей, сражаясь стебельками от полыни. Крепость пала, Уильям вернулся в семью. Меч и экзотическая для Европы булава стали его любимыми орудиями в бою. 7 лет он тренировался среди других кандидатов в рыцари, постепенно все больше обращая на себя внимание учителей. Парень растет на глазах. Ему дали прозвище обжора за честолюбие и стремление к лидерству, а также неуемный аппетит, но вскоре жизнь решила проверить его на зуб. В последний год его ученичества Уильям, теперь уже ростом в 185 сантиметрах, узнал, что его отец умер и, как и ожидалось, не оставил ему денег вообще. А если и оставил, то братья об этом не скажут. Уильям понял, что ему придется начать зарабатывать на жизнь, как рыцарь. Борьба в турнирах тогда могла приносить доход, как бои гладиаторов в Древнем Риме. В средневековой Европе турниры были фиктивными битвами, сражались тупыми копьями и мечами, либо той же булавой. Смерть была редкой, но переломы костей, выбитые зубы и увечья были обычным делом. За пару лет такой карьеры рыцарь становился скорее инвалидом, чем опасным воином. К счастью для Уильяма, на севере Франции воинственная элита Европы регулярно собиралась для участия в турнире. Рыцари прибывали со всех уголков Европы, включая Испанию, Англию, Шотландию и Францию, формируя команды, чтобы соревноваться. Призы зависели от щедрости организаторов, а также возможностей самих бойцов добыть что-то ценное у окрестных крестьян. Отчаянный юноша продал плащ и купил очень плохую вьючную кобылу для боя, но благодаря навыкам, огромному для тех времен росту и нужде, сумел сходу произвести фурор на видавших разное дворян и своих соперников. Он не был мастером фехтования, а полагался на грубую силу, нанося яростные удары по сопернику, как молот по наковальне. В 1170 году Уильям стал чем-то вроде суперзвезды турнирного круга и, как следствие, стал очень богатым. Благодаря сочетанию своей физической силы, мастерства верховой езды, фехтования с копьем, мечом и булавой, лидерских навыков и чистой хитрости, Уильям буквально пробился на самый верх своей профессии. Одна из любимых уловок Уильяма заключалась в том, чтобы схватить поводья лошади своего противника и бегом протащить ее с всадником с поля турнира. Это позорный финал, и соперник отбивался руками и ногами, да и сами лошади отчаянно брыкались, но маршал был сильнее. Такой исход давал право забрать лошадь, доспехи, оружие или другие ценности соперника. Дескать, такого бойца-растяпу на турнире больше быть не должно. Именно так он однажды привел 2 коней,
выступая за команду того самого владельца замка, что прогнал его когда-то из-за потери лошади. Вернул двойной долг. Другой его любимой тактикой было ожидание, пока самый сильный рыцарь не победит всех прочих, или не появится команда-фаворит, а затем он выходил на поле и за несколько минут повергал кандидата в чемпионы на землю. Эффектно и пафосно. В то же время он принял и боевое крещение. В первой в жизни схватке, где нормандцы сражались с фламандцами, Уильям по неопытности оказался в окружении сразу 30 рыцарей и умудрился, сломав свое копье, прорубить себе дорогу к своим, орудуя булавой. Фламандцы прянули в стороны, но один из них сумел захватить багром самого рыцаря, через кольцо в броне и крюк впился с бок коня. Вырвав с мясом кольчугу, Уильям сумел уйти, но конь пал, потеряв слишком много крови. На пиру после боя владелец замка сказал ему, что рыцарь без коня не рыцарь, а через некоторое время отказался от услуг Уильяма. Помимо турниров, маршала нанимали и для феодальных конфликтов. Так он проучил будущего короля Иерусалима Гида Лузиньяна, в те годы небогатого рыцаря, промышлявшего скрытными набегами на соседей. Уильям сделал карательный налет на земли Ги, однако затем попал в устроенную им засаду. Граф Солсбери, наниматель маршала и королева Аквиатания Аленора, проезжали в приграничных землях и были атакованы отлично вооруженным войском вместе с Ги. Граф Солсбери был убит, когда он и отряд маршала прикрывали отход королевы, она была целью атаки. Это еще одно несмываемое пятно на репутации Уильяма, и он дрался как тигр, загнанный в угол, когда сдались или были убиты все его люди. Оставшись один, он спиной к какой-то избушке отбивался от наседавших рыцарей, пока один из них не проткнул ему бедро длинным копьем, улучив момент. Маршала бросили умирать на месте боя. Его спасла королева Аленора, впечатленная мужеством рыцаря. Его нашли, вылечили и дали место в свите королевы. Карьера Уильяма вступила в новую фазу, когда в 1170 году он был назначен в семью Генриха, молодого короля, коронован в возрасте 15 лет при жизни отца, сына Генриха II в Англии. Его сделали играющим тренером команды из 500 рыцарей, которые должны были кочевать по Европе и собирать все призы на турнирах, щедро пополняя казну шефа и личный счет. На деньги Генриха команду вооружили на огромную сумму, однако в первый год бойцов только унижали, били или брали в плен. Это приводило к тому, что часто маршал дрался один за себя, бросая коллег на произвол судьбы бою. Так как успехи команды были непостоянными, Уильям взял победы на себя. Рассказывают о двух курьезах. Однажды он выходил драться один против команды рыцарей, победив их, он обнаружил, что его стальной шлем просто треснул от многочисленных ударов. Второй случай, когда маршал победил в тяжелейшем турнире, но не прибыл на награждение и исчез. Нашли его в местной кузнице, он стоял на коленях, держа голову на наковальне. Оказалось, что кузнец так пытался расклепать и снять с него сплющенный и помятый в сражении шлем. Однажды он встретился в бою с фламандским бойцом Роже де Жуи. Оценив мощь друг друга, они сговорились выступать вместе. И за короткий период они победили 103 рыцарей, взяв имущество каждого. Учет пришлось вести специально нанятому слуге. Маршал обзавелся своим знаменем и гербом, а доходы позволили нанять свою свиту из рыцарей. При этом он так и остался мелочным и жадным человеком, на что жаловались все его коллеги. Только теперь это уже не нищий провинциальный мальчик, а зелец вершин и друг королей. В 1182 году Уильям и Генри поссорились. Группа из нескольких рыцарей сообщила королю, что его жена изменяет тому с рыцарем. Доказательств никаких не было, король и Уильям дружили, но навет был велик, и поэтому Уильям просто покинул турнирную команду, чтобы присоединиться к соперничающей команде Филиппа Фландерского. До того Уильям предложил королю испытание поединком, где он может сразиться с любым из рыцарей-клеветников и добровольно пойдет в петлю, если проиграет, и что он готов дать отрезать себе палец на руке, чтобы доказать невиновность. Генрих ничего не ответил, но и не сделал шагов к миру. Молодой король внезапно умер 11 июня 1183 года. С одобрения скорбящего нового короля Генриха II Уильям отправился в крестовый поход,
который его мертвый коронованный друг пообещал сделать и не успел. Уильям провел 2 года на Святой Земле, сражаясь вместе с королем Иерусалима Гии-тамплиерами. Однако судьба Иерусалимского королевства была уже решена. По возвращении в Англию в 1185 году Уильям поклялся в верности королю Генриху II и служил его военным советником против мятежного сына и наследника Ричарда, который вскоре станет Ричардом Львиное Сердце. Взамен король подарил Уильяму большое королевское поместье Картмела в Камбрии, первый его настоящий дом, после отбытия в 12 лет, из-за чего во время стычки на севере Франции в 1189 году Уильям столкнулся лицом к лицу с Ричардом и сразу же смог его обратить в бегство. На Ричарде был только шлем, и он был вооружен только мечом, в то время как у маршала были копье и щит. История пишет, что, увидев противника, Ричард крикнул ему: «Проклятие, маршал! Не убивай меня, это будет несправедливо. Ты же встретил меня почти безоружным». Хотя Уильям и мог убить принца, но он не смог себя заставить это сделать. В последний момент он направил копье не на всадника, а на коня, крикнув в ответ: «Конечно, я тебя не убью. Пусть это сделает дьявол». Вскоре после их случайной встречи Генрих II умер, а Ричард стал королем. Хотя они сражались всего несколько дней назад, Ричард наградил Уильяма, подарив ему руку Изабель де Клэр, наследницы имений Стронгбоу в Англии, Ирландии, Нормандии и Уэльсе. И вот в возрасте 43 лет Уильям женился на своей 17-летней невесте, превратившись из безземельного рыцаря из нищей семьи во влиятельнейшего барона и одного из самых богатых людей в королевстве. В 1190 году Уильям был назначен в Совет регентства, который был оставлен для управления страной, когда войско короля Ричарда отправилось на Святую Землю во главе Третьего крестового похода. Он действовал как практический генерал короля в его продолжающихся войнах во Франции против короля Филиппа II. В 1197 году, в возрасте 50 лет, он взобрался на стены осажденного французского замка и удерживал его до прибытия подкреплений. Когда ему бросил вызов начальник замка, он убил того одним ударом в висок. В 70 лет у Уильяма был еще один бой. В битве при Линкольне в 1217 году он возглавил армию короля против вторжения французских войск при поддержке мятежных английских баронов. Уильям возглавил атаку, ворвался первым в город и получил право требовать выкуп с жителей, как в свою буйную юность. Здоровье Уильяма окончательно подвело его в начале 1219 года, и пока он лежал на смертном одре, он был принят в орден тамплиеров, что обещал сделать еще в Святой Земле. Утверждая, что в своей карьере он захватил более 500 рыцарей, он разочарованно молвил: «Но я не смог защитить себя от смерти». Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.